Подписчикам привет! Сегодня фильм «Мотылек», 2017 год. Авторы сценария Аарон Гузиковский, Далтон Трамбо, Лоренцо Семпл-младший, режиссер Михаэль Ноэр, в ролях Чарли Ханнем и Рами Малик. Бюджет я не нашла, сборы $2,8 миллионов, в других источниках $4,5 миллиона. По всей видимости, провалился в прокате фильм. Сюжет. Фильм основан на реальных событиях по автобиографическому роману Анри Шарьера «Мотылек». Анри Шарьера, профессионального взломщика сейфов, обвиняют в убийстве и приговаривают к пожизненному лишению свободы, отправляя в так называемый трудовой лагерь во французской Гвиане, Южная Америка. Фильм рассказывает о дружбе главного героя по прозвищу Мотылек с мошенником Луи Дега и о совершенной Шарьером череде попыток побега. Вот и весь сюжет. А фильм длится 2 часа 13 минут. Значит, все оставшееся время займут мои впечатления о фильме. Фильм я смотрела давно по телеку, но мне так кажется. Но фильм-то относительно свежий, у меня уже был интернет, значит, я ошибаюсь. Но я думаю, сей факт не имеет никакого значения. Было бы интересно автобиографию роман почитать. Я прекрасно понимаю, что каторга – это не санаторий, а арестанты отнюдь не добрые самаритяне, но даже они достойны лучшего обращения, на мой взгляд. Кстати, среди них находятся люди по ложному обвинению, как наш герой, например. Понятно, что, находясь в более комфортных условиях, многие из нас проявляют агрессию. Что уж говорить о тех, кто выживает на каторге. Людская злоба не знает границ. Я тут фильтранула в поисковике лучшие тюрьмы мира, и вот что я обнаружила. Тюрьма Хальден, Норвегия. На строительство затратили $250 миллионов. На окнах нет решеток. Шамп-Далон, Швейцария. Было выделено $40 миллионов на реконструкцию. Теперь у большинства заключенных трехместные камеры с ваннами, телевизорами и другими удобствами. Сейчас условия приравниваются к проживанию в трехзвездочном отеле. Тюрьма Бастой, Норвегия. Это роскошная тюрьма, где заключенные работают на ферме, а в свободное время занимаются спортом или совершают конные прогулки. Она расположена на острове, здесь нет высоких заборов и колючей проволоки. Тюрьма CPDRC на острове Себу, Филиппины, стала знаменитой благодаря Ютубу и необычному способу реабилитации заключенных. Ежедневно заключенные посещают танцевальный кружок и занимаются танцами. В 2004 году произошел бунт, который был подавлен с трудом. Байрон Гарсия, новый управляющий тюрьмы, при поддержке своей сестры, губернатора острова, заменил унылые прогулки массовыми танцами под известные мировые хиты. Это далеко не полный перечень исправительных, именно исправительных учреждений, где условия содержания лучше реальных бытовых условий многих свободных граждан. Так что есть куда стремиться. Оказывается, Чарли Ханнем страдает мизофобией. Навязчивый страх загрязнения или заражения, стремление избежать соприкосновения с окружающими предметами. Как он снимался тогда в таких антисанитарных условиях? Есть же люди, которые помешаны на чистоте, уборке, все что-то трут, моют. А фильм такой посмотришь и подумаешь, как все это второстепенно и неважно. Важно выжить, просто выжить. Весь фильм переживаешь за главных героев. Зарежут, не зарежут, убьют, не убьют, удастся побег, не удастся, предаст, не предаст. Силе духа главного героя можно позавидовать. После первого неудачного побега и отсидки в одиночке карцере не сломаться и опять пытаться, воистину изгибаемая воля. Если бы не реальный прототип, я бы не поверила, что человек может остаться в живых после стольких испытаний. В интернете искала слоган фильма «Мотылек» и не нашла. Вспомнила 2 капитанов Каверина и выяснила, что на самом деле эти строки из стиха Уиллис, английского поэта Альфреда Теннисона, 1809-1892 годы. «Но мы есть мы, закал сердец бесстрашных, ослабленных и временем, и роком, но сильных, не ослабленную волей, искать, найти, дерзать, не уступать». Вместо «искать» переводят «дерзать», «стремиться», «бороться». Нам ближе бороться, искать, найти, не сдаваться, по Каверину. Великолепный образец для подражания, а то мы все ноем, находясь в тепличных условиях, все нам не так, да то не эдак. Малейшее давление, и мы на спине, и лапки кверху. Удивляюсь я, хороший фильм, и такая касса маленькая, и что людям не нравится. На сегодня все, всем пока, подписываемся на канал.